Здравствуйте, здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли. Вы уже заметили, что на экране лук, значит мы будем говорить о луке. Высаживала лук в этом году в апреле, очень поздно. Использовала под посадку древесную золу, как обычно все делала. И вот получила результат. Лук неплохой, но высаживала я этот лук из севка, лук-репка. Его покупаю на местном рынке. Вот покупала вот такой здесь, получается, сборная. Здесь и белый есть, и синий, какой хочешь. Вот имеет особенность местного лука вот такое, что этот лук вот имеет вот такую форму, как НЛО, как тарелочка сверху. И купила новинку. Вот эта новинка, как называли бабушки ее, это лук банановый. Тоже неплохой, интересный вот лучок. Вот. Но вот когда я перебираю вот сейчас, то вот такой результат получила. Очень много. Вот здесь вот уже чувствуется, что здесь мягенькие, они не будут лежать. И вот это местный лук, очень много подпорченного, его придется есть в первую очередь. Даже на местном луке я заметила при моих обработках вот несколько луковиц, вот видите, с заболеванием. Сажистая вот это грибки. Его немного, потому что я обрабатывала молочным коктейлем дважды, поэтому, и при посадке использовала древесную золу, поэтому таких вот луковиц буквально несколько штук нашла. Видимо, где-то не попало на лук. А так лук в основном нормальный. Но я просто вспомнила сейчас историю, когда мы с бабушкой, бабушка жила в Винницкой области, сейчас почивает на небесах, и она нас с собой, с сестрой моей, брала на рынок. Мы выбирали какую-то часть лука или ягоды и ехали на рынок. И вот на этом рынке она всегда кого-то чего-то спрашивала. И когда находила того человека, вот с удовольствием она покупала всегда новые сеянцы, лук, репочку обязательно брала у других людей, с другого региона, с другого района даже той же Винницкой области. С таким удовольствием и счастливо ехали домой, что она уже имела семена на следующий год. Тоже делала она с чесноком. И вот это она постоянно меняла часть своей сіянки, как она говорила, сіянку будем выбирать. Так вот, часть своих семенных сеянцев, луковых репочек она собирала и высаживала, и часть обязательно использовала покупного. И, кстати, продавала тоже. Какой-то обмен у них был, они знали друг друга, эти люди, и обменивались этим луком. Так вот, что получается? Вот эта местная наша вот продукция семенная, видите, как она болеет. Качество продукции, выход не очень хороший. Он меня не очень радует, но неплохо по сравнению с другими годами. Тем более, что в этом году были как раз дожди очень сильные в июле месяце. И вторая половина июня начались дождики. А естественно, когда лук созревает и дожди, то бывают проблемы с грибковыми заболеваниями. Я понимаю, что нужно. Это я вспомнила эту историю с бабушкой и с тем, что она покупала семена все время. В тот момент, когда увидела рекламу в агромаркете. Есть такой у нас интернет-магазин, агромаркет. И я увидела у них много различных семенных луков, репок. Но и там увидела голландский. И вот я себе даже сохранила эту, как оно называется, докладная, 22.09 я купила этот лук. И называется он, сейчас прочитаю, сен-шуй. Да, лук сен-шуй. Я взяла 2 сеточки, по полкилограмма заказала себе. И получила еще скидка, какая-то акция была. И решила попробовать. И вы знаете, вот он сен-шуй, если это видно. И вот сейчас я хочу показать вам вот этот лук сен-шуй. Из этого килограмма я часть посадила в зиму.
300 граммов. Мы его уже съели. Очень хороший лук. Я не ожидала, что голландский лук такой выдержанный и выстоит вот то, что у нас зимой происходит. И он прекрасно, мы тут съели, даже не сфотографировала. Очень красивый был крупный лучок и вкусный. И вот из этого лука я вот перебирала, вот пару луковиц я вот таких нашла. А все остальное это здоровый лук. А высаживала чуть меньше вот такого. У меня, видимо, самые маленькие, вот это сеншуй, совсем маленькие высаживала луковички. И вот этот лук вот у меня такой вырос. Очень красивый. У него форма. Его не перепутаешь. У него какая-то форма, видите, как бы чуть-чуть расширенная вверху. Вот действительно чаполина. Настоящая чаполина. И очень красивые эти луковицы. Конечно, у них меньше было одежек, чем у нашего лука. После во время дождей, между дождями приходилось собирать и этот, и тот лук. Ну вот я их вычистила хорошенько. И вот уже слаживаю, продолжаю. Мне еще предстоит половину лука перечистить. С удовольствием чищу вот этот сеншуй. И думаю, что была права моя бабушка, когда всегда семенной материал лука, чеснока, и даже каждый раз у нее какой-то новый картофель был. Она всегда покупала что-то новое, обновляла это все. И, конечно, то, что ей нравилось, она выбирала самое лучшее и собирала семена. Собирать семена не буду, потому что все равно в нашем регионе есть свои заболевания, свои особенности. Вот. А покупать решила, что да, нужно будет покупать. В агромаркете смотрела, что есть уже и в этом году, есть другие сорта. Нужно будет посмотреть, выбрать именно ранние сорта, не поздние не нужны. Вот. И посадить часть в зиму и часть весной, для того, чтобы иметь качественный, хороший лук. Вот такая очень интересная и важная тема и наблюдение этого года, открытие этого года, потому что я считала, что только наши местные луки можно вот так вот покупать семенные, а оказывается, можно и голландские выращивать, как семенные, сначала с семян лук репкой, а затем вот получать такой прекрасный урожай и хороший лук. Поэтому делюсь с этим открытием и собираюсь обновлять свой семенной ассортимент лука в следующем году. Всего вам доброго. С вами была Раиса Горяченко на канале Раиса Горяченко Дача, сад, огород, цветы. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки. Не нравится, комментируйте, доказывайте, предлагайте. Мне будет очень интересно получить обратную связь от вас и узнать о том, что у вас произошло в этом году с луком. Какой вы получили урожай. Всего вам доброго.